Всем привет, меня зовут Света. В этом году я осуществила свою давнюю мечту – нарядиться в традиционный корейский наряд ханбок и отправиться в главный и крупнейший королевский дворец на территории Кореи – Кёнбокун. Для начала ищем ханбочную. Они все сосредоточены в центре Сеула, возле дворцов и традиционных улиц, где можно сполна окунуться в атмосферу той, уже канувшей Кореи, что цвела при династии Чосон. Арендовать ханбок можно на 2-4 часа или на весь день. Цена варьируется от того, в какой ханбочной вы арендуете, какое именно платье, на какое время. В общем, можно оформить свой образ от 10 до примерно $40. Мы решились на подороже, раз гулять, то на полную, потому что дешево выглядеть не хотелось, и цена вполне оправдывает качество в этом вопросе. Сумочка и прическа уже включены в стоимость, платить дополнительно мне надо было только за обувь. Туфли особенно я считала must-have, потому что искренне недоумеваю с образов ханбок плюс кроссовки. Вещи можно оставить в капсуле хранения прямо в ханбочной. Вы вводите свой пин-код, который кроме вас никто не знает. Хотя и незакрытые капсулы я тоже видела, потому что в Корее ваши вещи нафиг кому сдались, так что можно не волноваться. Когда я спросила, надо ли снимать штаны, женщина, которая меня одевала, сказала, что это только летом, когда стоит жара. Поэтому знайте, что под ханбоком с осени по весну это все выглядит вот так. Мне еще повезло, что у меня маленький рост, и ханбоки в месте, где мы их арендовали, мне были прямо в пол, так что даже туфли мне дали на каблуке. И все равно на подол я наступала частенько. Но длинным ханбок на мне бывает далеко не всегда, и поэтому ханбочную надо отбирать тщательно. В этот раз нам повезло. Кёнбокун – главный дворец королевской династии Чосон на территории Кореи. Он был построен в 1395 году. Неоднократно разрушался в результате войн с Японией, многочисленно реставрировался, чтобы в 21 веке предстать перед нами в том виде, в котором он существует сейчас. Корейские дворцы, если смотреть глобально, все похожи друг на друга. Низкие постройки, куча павильонов, традиционная архитектура. Но, если честно, что отличает Кёнбокун, это прежде всего его центральное расположение, размер территории, отсутствие сада как такового, а также мероприятия, проводимые на утеху туристам. В Корее значимые постройки, то есть прежде всего дворцы и университеты, строили по фэншую,
Сзади гора, спереди вода. Поэтому Кёмбокун наравне с другими двумя соседствующими с ним дворцами был построен на севере Сеула, с горой позади и ручьем Чонгичон спереди. Перед дворцом раскинулась самая значимая площадь Сеула – Квангвамун, довольно оживленное место со статуями исторически значимых для Кореи персон – короля Сэджона и адмирала Ли Суншина. Эту площадь часто использовали как место для демонстраций, когда она еще стояла серо-бетонная, но вот совсем недавно ее озеленили. Но до создания этого зеленого пятна Квангвамун вкупе со всеми высотками, окружающими его, представлялся мне стандартными городскими джунглями, глядя на которые думалось: да, это все было неизбежно, но все равно жалко тех низеньких жилых домиков, что стояли здесь раньше и были снесены во имя модернизации. И вот посреди всего этого новшества бац и дворец. Вход стоит копейки, но если вы идете разряженные в ханбок, то проходите совсем бесплатно. Если хотите застать церемонию смены караула, подходить надо к часу дня. Ровно тогда проходит церемония распуска стражей у ворот. Ladies and gentlemen, guard duty performance will begin shortly at Gwanghwamun. Я также отметила про себя, что это отличная возможность послушать, как сливается древняя традиция с новой Кореей, где стражи расхаживают под традиционную музыку, перебиваемую гудками и шумом автомобилей с дороги, располагающейся прямо перед дворцом. Все, что происходит у вас на глазах, комментируется на 4 языках – корейском, английском, китайском и японском. 근무를 마친 당직 파수꾼은 종사관의 지휘하에 숙직소인 영군직소로 퇴장함으로써 임무를 완수하게 됩니다. The off-duty gate guards are heading back to the military base under the commander's order. 结束执勤的守门军在指挥官的引领下完成任务，退往休息场所，迎军直所。 勤務を終えた当直スムン軍は指揮官の命令に従い。В 1:30 немного с краю проходят тренировки стражей. This is the end of the guard training session. The next ceremony will be offered on the hour. Feel free to make your way to the standing line in front of Gwanghwamun Gate and make sure to stand on the standing line. 守门军公开训练到此结束，稍后将举行守门将交接仪式，请大家在新立国庆广场的参观线外观看。以上をもちまして総合の公開訓練を終了させていただきます。まもなくスムンジャン交代儀式が行われますので。А в 2 начинается, собственно, смена караула. 발표 지키게 했다고 합니다.
Все эти мероприятия длятся по 10-15 минут. 以免对守门军造成不便。谢谢。スムーン軍との写真撮影をご希望の方はカンパ軍の前までお越しください。 Ladies and gentlemen, when you take pictures with the gate guards, please avoid touching the gate guards and their belongings. Мы пришли во дворец как раз во время цветения сакуры. Красивый пруд, цветущие деревья вокруг него. Но то, что творится перед этими деревьями, отдельная глава проблемы под названием овертуризм. Под каждым деревом очередь из желающих сделать такие фото, и само место просто кишит людьми. По мере захода вглубь толпа теряется, и вы остаетесь более-менее один на один с дворцом и глубиной его исторического прошлого. Последним королем, жившим во дворце, был Коджон. В то время Корея столкнулась с рядом проблем, которые в совокупности привели к тому, что королевская династия должна будет покинуть трон, а Корея из независимой монархии станет японской колонией. Среди событий, повлиявших на ход истории, прежде всего было открытие Кореи миру. В конце XIX века в борьбе за влияние в Азии к берегам Кореи придут Япония, Россия и США. Япония будет строить планы по поглощению Кореи, а США и Россия будут пытаться этому воспротивиться, исходя из своих политических интересов. Главной теневой фигурой при этом станет жена Коджона, королева Мин, которая поддержала курс по сближению с Россией и отдалению от Японии, в результате чего она будет убита в своей спальне во дворце. В итоге в стране к власти придет прояпонское правительство, а король Коджон будет метаться из стороны в сторону, пытаясь сохранить суверенитет Кореи, при этом будучи не убитым внутри двора. Боясь за свою жизнь и будущее страны, Коджон покинет Кёнбокун и переедет жить в российскую миссию на 1 год, вслед за тем вернувшись во дворец, но уже другой, Токсугун, располагающийся прямо перед посольством России. Но вскоре Россия в связи с обострением внутриполитической ситуации, проигранной войне с Японией, нарастанием предреволюционных настроений, будет вынуждена прекратить помощь Корее, в итоге сдав ее Японии. Поэтому Кёнбокун, хоть лично для меня и не является самым красивым дворцом из всех 5, находящихся в Сеуле, по своему расположению, объему территорий и важности все же на вершине списка. В любое время года, привлекая толпы туристов, он несет под камнями, выложившими главную площадь, и прячет за закрытыми деревянными дверьми павильонов судьбу королей Чосона, от расцвета монархии и до ее краха.